началось. Мартін красава, красава, Мартін. Такого ще не бачив. Танкіст, який очолив атаку піхоти. Пролетел просто через минное поле, просто через поле на отбитых пролетел. Я вылез все-таки с люка и махнул рукой: давайте вперед. Ну какого хрена лежите? Вставайте, вперед, пошли. Подрывает этот танк. Мы вылетаем с этих окопов и просто начинаем за ним идти. Он просто херачит на расстоянии 30 метров, просто разбирает позицию, просто в упор. Пришлось просто вылезти даже. Просто надоело мне там сидеть долго. Кажу, якщо б не ти, кажу, то мене б не було точно. Кажу, благодаря тобі, благодаря твоєму екіпажу, то ми живі. Більше з нас ми живі. Ну что там, Бодя, получается? Серый остался нижний, короче, понял. Вот Ага. Остальные все затянул. И вот этот Старайся, да, старайся его остался сделать. нижний, понял. Обязательно надо сделать. Я был монтер пути, работал на железной дороге до этого. Мирная профессия, как бы, да. Вот. Я не служивший, как был бы, не служил срочку. Отчаянно пошел в военкомат. Меня взяли добровольцем, решил пойти. У меня дед был танкистом, вот, и я хочу быть танкистом. Это еще было в Сталиче, когда я пошел в 2015 году учиться. Это было тяжело, конечно, но добился. Я попал. Вот. И мечта сбылась. Да. Я хотел бы назвать по-своему это мечта того человека. Вот. Вот. Ничего. Уже как-то 9 лет служу. Нормально. Тип, такой очень знаменитый в нашей бригаде. Но этот тип просто в Солидаре, я слышал только Мартин по рации, постоянно. Мартін красава, красава, Мартін, хороший Мартін. И мы начали держать оборону до утра. Но мы не дошли там до той точки, которой нам надо были, держали оборону. Наступило утро и вперед. Собрались двигаться, опять пулеметчик. Опять мы не можем продвинуться. И тут нам вызвали танк наш. Просто чувак, Мартин, там прилетел. Позивний Мартін. Да. Прилетел просто через минное поле, просто через поле на отбитых прилетел. Вылазит такой, я помню, черный такой там, такой крепенький. Говорит, пехота, говорит, поднимайтесь, говорит, вперед, за мной. Просто подрывает этот танк, мы вылетаем с этих окопов и просто начинаем за ним идти. И он просто херачит на расстоянии 30 метров, просто разбирает позицию, просто в упор. Это была бахмутская история. Была на трубе работа, это была позиция труба. Вот. Это недалеко от мусорки бахмутской. Вот. Там асфальтный завод еще, вот. Мы там работали. Значит, это было в сентябре. Орки, это даже еще были эти самые, как их, вагнеровцы. Они захватили эту позицию. Вот. Мы пару раз выезжали, отрабатывали, но никто не смог взять. Вот. На этот раз уже собрались, уже этих самых разведчиков туда. Вот. Еще ночью зафрактовали. Вот. И меня, чтобы я там уже их прикрывал танком. Естественно, я эту позицию знал, потому что мне туда пешком проводили. Вот. Я туда ездил, реконсценировку проводились, я видел эту, я знал, где это, что и как находится, и где эти окопы прорыты, и как они прорыты. Вот. То есть я ее еще знал, когда там были наши пацаны. Я туда заходил, лазил по этим окопам вместе с пацанами, смотрел, куда мне нужно работать. Вот. Потому эту позицию я очень хорошо знал. Нам повезло то, что мы не пошли напрямую, а просто решили, чуйка, она есть чуйка, сработали, что я ушел с левого фланга и решил их бить с левого фланга. И как раз четко получалось, что мы их накрыли. Они подготовили там неплохое. Тогда ребята рассказывали, что там было много чего. И ПТУРы, и РПГ, все было. Но они не успели не воспользоваться, потому что мы с фланга начали их накрывать.
Ну, а пехота сзади так вот по флангу и прошла как раз. Я вылез все-таки с люка и махнул рукой, давайте вперед. Ну какого хрена, блядь, лежите? Вставайте, блядь, вперед, пошли. Мы тем более стояли в таком месте, что могли снять меня с любого, не дай бог, где-то какой-то снайпер или автоматчик. Сколько там? До передней посадки было метров 100-150. Вот. До боковой по флангу то же самое, где-то там до 100 метров было. Они побоялись бы, потому что у нас ствол крутиться мог, ну, в любую сторону стрелять. Так что я бы, пришлось просто вылезти даже. Просто надоело мне там сидеть долго. Там у них труба была под трассой. И они все туда сбились, там, ну, типа, может быть, КСП какого-то там, может, взвода там было, там, хрень его знает, что у них там было. Они там все в трубу сбились, она такая проходная труба. Мартин залетает просто танком, вставляет туда ствол в эту трубу. И просто один выстрел, и все. И оттуда с той стороны просто такой, знаешь, лохмитя такое летит. Ствол прям в трубу? Прям в трубу, да. Ну так просто получилось. Ну что, просто стали так хорошо, что получилось так туда стрельнуть. Ну они же потом прячутся, они прятались. Естественно, хотелось, чтобы эффективнее отработать. Так вот, стрельнуть туда. Ну, мы туда несколько раз стрельнули. Ну, обычно водосточная труба, только под железной дорогой, вот, которая проходила. Она такая, можно проходить было согнувшись, но проходить, можно было там прятаться, как бы, да, вот. И плюс к тому, что мы держали, получается, эта труба, она держала бруствер, короче, там бруствер такой был насыпи, и там было хорошо, то есть можно было подъехать, разместить, то есть подвоз боеприпасов, там, ну, все, если трубу взяли, получается, а дальше по посадке пацаны остались ничего бы, они даже их поменять было бы тяжело, их просто. Вот. Так что это была очень важливая позиция, как раз вот это вот. Это ж тогда было беспредел страшный, оно ж ходило, они ж, эти орки, ну, эти, как их называли, вагнеровцы, они ж лезли, как эти самые, они заходили, мы с танка 3 раза выстрелили, а он идет, ему по барабану, рядом падает, а он идет, он шатается, но он идет. Под такими наркотиками там страшно. Сидели до последнего, пока мы их уже не это самый, не розбивали по пух і прах. Які втрати противника були в тому бою? Ну, мы насчитали 17. У нас ни одного. Я стараюсь этим не заморачиваться. Мне самое главное, чтобы наши остались живы. Я не очень сильно любитель запоминать. У меня просто есть такая функция, как бы, в организме забывать то, что было. То есть ушло, и все, и хорошо. Не нужно помнить все эти позиции. Ну, это просто не нужно. Оно легче на голову. Я в основном себе анімешками забиваю голову. Я люблю аніме смотреть. Чи задивляєтеся ви на ці всі західні зразки танків? Чи є у вас Не. амбіції Не. потрапити? Вот это моя ласточка, это самое лучшее. Я не знаю, кто-то там 80-ки любит, кто-то любит там, булаты, там, чи еще-то какого-то. Не, вот это вот вещь, ну, я не знаю. Я ее знаю от и до. Но, знаете, есть такое, я выезжаю, я знаю, если машина глохнет, я знаю, что нужно сделать с ней. А ви саме на цій завжди працюєте? Чи у вас мінялися? Не, ну, у меня менялись уже, несколько танков поменялось. А через що помінялися? Как через что? Один был подбитый с моим ранением. Второй был подбитый в Бахмуте. Третью машину просто решили мне, ну, дали сначала старую, а теперь решили новую дать. Вот. Еще одну. Вот. Ну, сейчас на новой машинке работаю. А розкажіть, як ви були поранені, що сталося? Опять пулемет. Если бы не пулемет, не заклинило, опять лента не застряла. Вот. Вылез поправить пулемет и получил этим самым втором в этот же пулемет
Я говорю, жалко, конечно. Я как раз в пулемет и попал. Танк целый. Просто только один пулемет пострадал. И таким образом меня посекло тем самыми осколками по лицу и в глаза. Но, слава богу, глаза целый, только один, только чуть-чуть, на процентов 50. Вот сейчас там. Вот. Ну, еще сделают операцию, еще, ну, как раз будет нормально. Що вами рухає? Ну, во-первых, вот, этот хороший человек. Вот. Справедливость очень сильно меня... Я очень сильно переживаю за нашу пехоту. Вот. А по войне, ну, естественно, любовь к своим близким. Вот. Я хочу защитить их, естественно. Вот. Ну и свою землю. Потому что реально это моя земля. Хоть я и грузин по национальности. Да. Но я родился в Грузии. Вот. Ну, вообще украинец. Ну, потому что я здесь вырос и фактически с пеленок здесь, там только родился. Вот. Так что любовь к этой земле